гадание на сентябрь, конечно. У меня будут разные карты, а у вас, наверное, картам будут разные вопросы, потому что у вас разные жизни, но вас объединяет нечто. Вы все родились под каким-то знаком зодиака. Каждый из вас родился в один из 12 месяцев, в один из 12 периодов вот этого годового движения Земли вокруг Солнца, прохождение через эклиптику, через зодиакальные созвездия и зодиакальные знаки. Поэтому мы вас разделяем, как обычно, на 12 больших частей, разделяем аудиторию и по знакам, по солнечным знакам это гадание, значит, смотрим. Ну, вот так для примера я взяла, схватила вот эти вот гигантские Таро Кроули. Планирую, наверное, сегодня с них начать гадание. Но прежде хочу вас настроить, друзья, на осень. Впереди нас ждет, ну, не просто какой-то проходной очередной месяц, как все, а сентябрь, осень наступает, да? Мы завершаем сезон и вступаем в условно какой-то даже Новый год. Знаете, в некоторых религиозных народных календарях с 1 сентября Новый год начинается, и это очень объяснимо. И для нас, для всех, мне кажется, подсознательно с 1 сентября начинается что-то новое, потому что у нас глубоко внутри нас сидит вот эта вот кошмарная дата, 1 сентября. И ну и вообще, как сказал поэт, пышная природа увяданья, в багрец из золота одетые леса. Подумайте сейчас, чего вы ждете от сентября, пока есть время. Подумайте, о чем вы хотите спросить меня и карты, хотя я здесь, знаете, так, посредник. У меня только роль поддержки, маленькая совсем, незначительная. Главное, что карты. Вы спрашиваете Вселенную карты. У меня на столе для вас, смотрите, не знаю, многих из вас тронет эта картинка или нет. Та-дам! Вот такой вот набор забытых, отложенных масляных красочек в ностальгической коробочке из-под рождественского чая. Я сейчас заплачу. Смотрите, вот эти краски, не случайно я достала. Осень – это такое творческое время, правда, романтическое, мистическое. Хочется что-то делать необычное, творить. Или новое, или хорошо забытое старое, да, например, занятие живописью для меня это может быть. Вот, достала вот эти красочки и незаменимый инструмент любого нерадивого художника достала в самом дальнем сарае. Вот такие вот грязненькие плоскогубцы. Для чего они нужны? Вы думаете, что художник пользуется только кистями? Нет. Это какие-нибудь акварельщики несерьезные разве что. А настоящий творец маслом после 6-летнего простоя открывает свои любимые красочки только плоскогубцами. Посмотрите, если мы будем вот так вот пробовать, на живую руками, мы ничего не откроем. Вот я достала берлинскую лазурь. Как звучит берлинская лазурь. То есть мы, конечно, сентябрьское небо над Берлином представляем, безусловно, да? Вот видите, если я вот так вот пробую открыть, она не откроется. Я только помну тюбик, тубу всю испорчу. А цвет хороший, он мне пригодится, надеюсь, в ближайшие дни. Берем плоскогубцы. Это лайфхак для всех, кто тоже в обойме, кто тоже с нами. Итак, плоскогубцы берем. И вот плоскогубцем нежно, аккуратно должно открыться. О, пошло, видите? Опа. Вот так. Раз, раз. Все. Мы открыли. Берлинскую лазурь. Какая она. Вот она, берлинская лазурь. Я здесь наслаждаюсь, тестирую вот эти вот красочки, те, которые уже открыла. Итак, берлинская лазурь. Это какое-то супер осеннее небо. Ну, конечно. Я бы сказала, что это и варнинская лазурь тоже. Вот она какая. Смотрите, у меня вот палитра осенняя здесь получилась. Здесь разные цвета. Вот это берлинская лазурь.
итальянская сиенна, цвет кабачковой икры, серое утро, кровь единорога, багрец, ну и так далее. Вот чем я занимаюсь, пока готовлюсь, собираюсь вам гадать. Но это еще не все. Кого не настроила, кого не вдохновила вот эта вот осенняя палитра и мои угрозы писать для вас картины, у меня есть еще вот что для вас. Близкое всем девочкам, я думаю. Набор или коллекция. У меня есть вот такая вот коллекция винтажной бижутерии, винтажных украшений. Вот поверьте, для меня это все выглядит, они все выглядят как настоящие сокровища. Я бы даже, если бы мне предоставился случай, я бы даже, наверное, закопала их где-то на острове отдаленном в Карибском море, чтобы за ними охотились пираты потом. А что вам показать? Ну, разные есть вещи, разные. Многое вы на мне даже видели. Вот, например, зрителям некоторым моим нравится колье «Крылья». Видите, да, какое оно? Оно такое и ангельское, и дьявольское одновременно, да, потому что это крылышки, но если вот немножко по-другому посмотреть, это и на рога похоже, да? Вот так, если. Вот. Вот это вот хорошая вещь. Потом есть потрясающая маниста такая немножко, вот видите, маниста немножко, давайте я потрясу вам, в цыганском стиле, красиво, правда? И я распределяю эту бижутерию, вот эти все колье, брошки, кольца по знакам. Ну, знаете, у вас же тоже такое, с каждым знаком ассоциируется что-то, ассоциируется какая-то музыка, какой-то цвет, какая-то одежда, какой-то стиль, да, какие-то украшения. Вот я не знаю пока, кому вот это подойдет, но это что-то такое роскошное, да, роскошествующее. Мне интересно, что вот мне не идет это маниста, то есть для тельца не будем выбирать. Вот. А что еще здесь есть? Да много всего. Вот совершенно такая вот незаметная, например, скромненькая камея, да, но все равно в ней что-то есть, по крайней мере. Вот в ней я хожу иногда по городу, и на меня люди обращают внимание, когда я вот в этой вещи. То есть, ну, на нее в смысле обращают внимание, конечно. Кое-что я уже распределила и раздала вашим соседям по зодиаку. По-моему, вот такой вот роскошный ошейник, или правильно называть чокер, я отписала рыбам. Видите, какой он красивый, с шипами, да? То есть он очень нежный, очень женственный, но в то же время шипы. То есть не подходите близко, я тигренок, а не киска. Вот. Ну и для вас тоже полно здесь всего осталось, конечно. Не все мы разобрали. Для девы я выбрала вот такое вот украшение. Это длинное украшение на шею, как это называется, ну, типа бусы или кулон, да, в этно-стиле. Стекло, бисер и немножко металла здесь есть. Видите? Оно очень красивое, когда смотришь на свет. Вот для меня оно такое прозрачное, сверкающее, яркое, для вас нет. Просто освещение неподходящее. Но вот такая вот интересная вещь, мне кажется, деве подходит. По крайней мере, здесь вот осенние цвета, да, какая-то такая осенняя гамма идет. И сдержанная вещь. И в то же время очень привлекающее внимание, да? А как она приятно гремит. Вот. Девы, давайте, подставляйтесь. Я вам надену. Итак, Дева, и сентябрь 2022 для вас карта гигантская Кроули. Очень известная колода. Написаны эти карты в стиле
символизма. Однако все понятно, даже человеку непосвященному по цветовой гамме, по этим самым символам, по этим изображениям часто понятно, что эти карты обозначают. Задавайте ваши вопросы, настройтесь получить пророчество о судьбе, настройтесь не просто послушать рассказ какого-то человека с какими-то картами про какой-то там сентябрь, прочувствуйте свою жизнь. Представьте себя в сентябре, представьте себя в деталях, в чем вы будете ходить, чем вы будете заниматься, куда вы будете ходить и с кем. И тогда гадание, вот вы увидите, очень ляжет и очень отзовется в вашем сердце. И вы на многое раскроете глаза, многое по-другому оцените в своей жизни. И тогда гадание будет полезным, и тогда вы скажете картам спасибо за те предостережения или за те какие-то добрые обещания, которые были для вас, которые вы вовремя услышали. Потому что, знаете, иногда недоверие судьбе и людям играет с нами очень-очень злые шутки. Мы же часто шансы пропускаем в жизни какие-то хорошие, крупные, именно потому что не знаем, что это шансы. Мы не знаем, что нас там ждет счастье, нас там ждут подходящие, нужные люди. У нас будет некоторый блиц, предупреждаю вас, будет некоторый блиц, потому что карты я хочу для вас достать аж 12 по числу домов гороскопа. Я буду рассказывать про самые потаенные, самые глубокие уголочки вашей жизни. Ну, про каждую карту достаточно коротенько. Сначала вы сами, ваш первый дом. Здоровье, таланты, отражение в зеркале, гордость собой или сожаление. Первый дом, с которого все начинается. Ну-ка, посмотрим. Та-дам! Угу. У Кроули четверка кубков – это роскошь. Просто карта называется «Роскошь». Не верите мне? Почитайте, вот здесь вот все подписано. Видите, да? Вот. Поэтому будете чувствовать себя роскошно, хорошее здоровье, ощущение себя роскошным человеком, роскошной женщиной, например, или таким же роскошным мужчиной. Будете рады и состоянию физическому своему. И, может быть, склонитесь в сторону роскоши. Может быть, вообще по первому дому проходит все, что мы с собой проделываем, в принципе. И роскошь, какие-то дорогие спа-процедуры, курс каких-то дорогих массажей для лица или для тела. Это все тоже вам грозит в сентябре. Почему бы и нет? Ну, карта очень хорошая, спокойная, она несколько статичная, то есть она не обещает сильных перемен в этой области, да, то есть чтобы там все перевернулось, и вы вдруг бац, и стали другим человеком, и стали бы по-другому выглядеть. Нет, карта это вообще не про это. То есть не призывает она сейчас вам себя менять, трансформировать как-то, ну, знаете, резко худеть или перекрашиваться в брюнетку. Далее, второй дом. Деньги ваши регулярные, деньги постоянные, зарплата ваша, то, что вы каждый месяц получаете, какие деньги и какие вы тратите. То есть ваш такой повседневный финансовый статус. Одна карта тоже. Угу. Хороший, это король жезлов, так назовем, здесь немножко по-другому все называется. Но будем привычными терминами. Король жезлов говорит о том, что у вас вдруг неожиданно возобновятся, продолжатся разные денежные проекты, которые прежде остановились или были отложены. Это какие-то ваши заработки, ваши деньги, которые вас где-то за углом ждали,
до которых вы не могли дотянуться, потому что у вас руки не доходили. Например, начать какой-то дополнительный бизнес или дополнить уже существующий бизнес каким-то проектом. Тут сентябрь как будто бы в вас вдыхает новую жизнь, новую какую-то энергию. Карта говорит, и вы с энтузиазмом возьметесь делать деньги, делать деньги. Карта эта очень активная, она призывает и вас быть активными. Призывает, безусловно, быть активными. То есть идти на новую работу, да, браться за самые там рискованные даже заработки, да, а кроме того, это еще и портрет мужчины, то есть король жезлов, это все-таки мужчина, какой-то такой очень деятельный, с горящими глазами, который вас схватил за ручку и тащит куда-то, и говорит, давай, давай, делай это, делай то. Это может быть начальник какой-то, который вдохновляет. Не знаю, есть такие начальники, существуют они или нет. А хорошая карта, не денежная в буквальном смысле, поэтому я вам таки не обещаю, что у вас сильно придут прямо вот большие суммы, но то, что вы этого очень захотите и будете вот так ручки потирать, это точно. Вообще девы, конечно, в деньгах ориентируются традиционно лучше других, я бы сказала, значительно лучше других. То есть вы разберетесь. Человек приходит, человек предлагает работу, заработки. Вы знаете, что с этим делать. Далее третий дом – это ваша повседневная жизнь. Друзья, кто вас окружает и что они от вас хотят. Снова мужская персона. Вы оказываетесь окружены мужчинами, мужскими лицами и мужскими энергиями в это время. Друзья, вам предлагается король пентаклей, надежный, полезный человек. Это может быть, в общем, и новое знакомство с полезным человеком, полезным для заработка, для вашего бизнеса, для вашей работы, для развития карьеры, для продвижения чего угодно. Кроме того, король пентаклей традиционно второй – это карта мужа. То есть где-то рядом, буквально в повседневной жизни, где-то на тех дорогах, которыми вы ходите каждый день, дорога из дома в булочную, например, у вас встретится какой-то мужчина, который годится в мужья. Может быть, это уже известный ваш друг, приятель. Из френд-зоны вдруг вы его перемещаете и замуж за него собираетесь. Дальше домашние дела. Что у вас дома будет по месту жительства? Раз. Угу. Предупреждение. Вот первая карта не сильно хорошая, это девятка мечей. Она говорит, что дома с родственниками, в делах с родственниками, с недвижимостью вас что-то напугает. Это страх карта. Страх, слезы, истерика. Но в моменте происходящее оценивается вами очень плохо. Вы прям вот боитесь, какие-то новости могут приходить, связанные вот с домом. Это, знаете, новости даже там любого уровня, от ЖКХ, что-то там, что вам предстоит менять что-то, знаете, в доме, глобально систему водоотвода, да, вот. До, это может быть, вас кто-то испугает из родственников, близких, каких-то ваших. Родственники первой очереди в 4-м доме у нас находятся, да, то есть какие-то пугающие сообщения. Может, сын молодой еще придет и скажет там, что женится, например, или вы почему-то этого испугаетесь. Не пугайтесь, вы же тоже когда-то женились. Собственно, появление девятки мечей всегда это предупреждение. Не верьте собственным страхам. То, чего вы в сентябре напугаетесь в связи с домом и родней, не сбудется, не состоится. То есть этот страх пройдет стороной, ну, а вы только себе потреплете нервы. Далее любовь. Вот интересна вам эта тема или нет? Я сентябрь все еще считаю романтическим месяцем, да? Помните, мы с вами в прошлом году или в позапрошлом когда-то договорились, что мы не романтические месяцы считаем с ноября, да, вроде бы, или с октября, не помню сейчас. А сентябрь – это еще романтика, это прекрасная погода, это бархатные сезоны
на побережьях различных, да, Юрмала. Почему Юрмала, не знаю. Вот. Любовь в сентябре для Девы. Одна карта. Ответственно. Вот, наконец-то, у вас и первый старшенький аркан появился. Старший аркан. То есть колода приковывает ваше внимание к этой теме. Говорит, что ага, в теме любви что-то, я бы сказала, что-то крупное произойдет. Ну вот вы же хотите, чтобы произошло. Однако здесь неуместный глагол «произойдет». Вот представьте себе, что карта жрица крупная, большая, да, но по ней объективно, ну вот то, что можно потрогать и описать, про что кино можно снять, да, не происходит. Эта карта очень статичная, инертная. Она описывает движение души. Она обещает девам в сентябре приход любви в сердце. Жрица олицетворяет женскую любовь в самом ее возвышенном, платоническом, даже каком-то книжном варианте. Это и идеализация, безусловно, и даже некоторое обожествление героя или ситуации. Это необходимость ждать, необходимость понимать и проявлять всю свою женскую мудрость. Любовь со жрицей сравнима с материнской любовью. Очень многим карта здесь говорит, что партнерские отношения, которые есть или новые, потребуют от вас такого понимания, сравнимого с материнским. И в то же время здесь идет очень сильная привязанность и жертвенность. Если вы одиноки, то карта жрица говорит, что вы всем сердцем, всей глубиной своей девьей, а у вас глубокая душа, у дев глубокая душа, всеми глубинами сердца, души привяжетесь к какому-то человеку, полюбите, так что удивитесь даже себе. Если вы находитесь уже в отношениях, то сентябрь происходящим вот этими ситуациями, событиями, словами заставит вас почувствовать эту свою любовь вот такой. Кстати, любовь на расстоянии, когда ее нельзя, как реализовать привычными средствами, когда любимого человека нельзя обнять, прижать к себе. Это тоже карта жрица. Вот жрица ждет в разлуке, на расстоянии. Жрица не верит в то, что время или расстояние губительно для любви. Жрица, кстати, прощает измены. Жрица жалеет, лечит во многом. То есть, понимаете, вот самые-самые такие вот пласты, сокрытые от вас даже, это возможности вашего сердца, это то, что вы можете, но не знали этого раньше, да, про любовь. Вот. Правда, еще и та же жрица, это может быть тоже фигурная карта, портрет старой женщины. Если вы замужем, то, поверьте, это просто приезд свекрови. Да. Дальше работа. На работе деву ждет вынужденный отдых и простой застой. Применительно к работе четверка мечей это либо больничный, либо буквально производственный простой, когда что-то не начинается, может быть, даже новая работа не начинается. Вот вас вроде бы приняли, да, уже согласились, а выйти на работу нельзя, потому что в компании, например, ремонт офиса не закончен, или кого-то нет, кто подпись должен на приказе делать. То есть не дотянетесь до собственной работы по каким-то причинам. Четверка мечей, отличный совет. Отдохните, не пробивайте лбом стены, не торопите события. Вынужденный отдых по четверке мечей он всегда в самое нужное время. Вам куда-то не надо. Невозможность устроиться на новую работу, невозможность преодолеть какие-то препятствия объективные для продвижения бизнеса. Это все тоже четверка мечей. Но смысл карты в том, что оно вам и не надо, понимаете? То есть многие карты
вернее так, разные карты в колоде Таро могут вам описывать какую-то такую блокирующую, да, ситуацию, в которой вы не двигаетесь и вынуждены там что-то посидеть в уголке, да, нервно. Вот. Но именно 4 мечей говорит, что это вас так Вселенная бережет. Вам просто, куда вы не выйдете, куда у вас не получится попасть в это время, вам туда просто категорически не нужно. Если вы побежите, если будете стараться туда попасть, то вы себе очень даже навредите. Партнерский дом, самый важный человек для вас, как будет себя вести. Далеко, я бы сказала так, далековато и нереальненько как-то все. То есть продолжает тему любви. Вот если для вас это вообще актуально, видите, у нас про любовь расскажут вот 5-7 дома. На любовь у нас жрица выпадала, то есть это расстояние, это невозможность делать выбор, это необходимость более думать о любви, более чувствовать, присматриваться, ждать, нежели крутить роман как таковой, вот в буквальном смысле. Да? А 7 кубков про вашего партнера, про любимого человека говорит, что он растерян, пребывает в каких-то иллюзиях разной степени глубины и насыщенности, не знает, что делать, соответственно, и вам ничего хорошего, внятного, интересного не предлагает. То есть самая главная карта вот здесь вот, самое главное значение, это будет растерянность. Что вы ждете от самого важного для вас сейчас человека? Это, кстати, не обязательно про любовь. Если для вас самый важный человек сейчас бизнес-партнер, начальник, да хоть соседка, которая вам что-то в чем-то пообещала помочь, в общем, вот так. Это зыбкое очень болото на других людей. Слишком сильно в это время не полагайтесь, потому что 7 кубков, да, ничего реального. Это нереальные, несбыточные обещания. Это все такое очень, что нельзя руками потрогать. Далее, критические ситуации в вашей жизни. Из критических ситуаций вас ждет только чья-то неискренность и такой легенький, поверхностный обман. Даже скорее обманщик. 8 дом, большие деньги, займы, кредиты, инвестиции, долги, суды о деньгах. Вам будут лгать, и вы должны лгать в ответ. Какие-то хитрые, многоходовые, очень обходные, замалчиваемые ситуации карта вам предлагает на это время. Совет 7 мечей. Следите за левой рукой любого вашего контрагента и сами тоже напрямую так простенько, с дуру, с налета не действуйте. Где-то умолчите. Далее, 9 дом. Дальние дороги, заграница и учеба. 9 дом. Мой любимый. Угу. Еще один мужской персонаж. Мы начали с мужчин, и мужчинами же мы продолжаем. Да? Это уже король какой? Пиковый, да? Воздушный. Король мечей. Король мечей — это, конечно, тоже образ некого начальника, который по совместительству является для вас учителем. Кстати, очень в тему гадания на сентябрь, потому что король мечей, умный мужчина в 9 доме, это учитель, преподаватель. Вы выходите учиться куда-то, естественно, с 1 сентября в университет, кто-то там в 11 класс, но не думаю, что здесь есть такие юные зрители. Вот. Учитель, преподаватель. Вот, обратите внимание на персону, он командует, но, скорее всего, имеет на это право. Это знакомство с иностранцем на любую тему и в любой связи, например, и романтическое может быть знакомство, и, опять же, это кто-то, там, может быть, человек даже из интернета, который вас очень эффективно чему-то нужному учит. Это и преподаватель на курсах итальянского,
Это и фитнес-тренер какой-то новый. В общем, мужская персона, которая очень привлечет ваше внимание. Будет ли он полезным для вас, я не знаю. Карта только советует вам этого человека слушаться, потому что он несет, что называется, мысль. Потому что, вот вы знаете, всем земным людям, тельцам, девам, козерогам, я советую где-то рядышком с собой в арсенале на всякий случай иметь принципиально иных людей, знаете, которые вообще из другого теста, из других молекул и атомов состоят, каких-нибудь водолеев или стрельцов, которые помогают преодолевать вам вот эту земную скучность, инертность, которые заставляют мозги работать, творчески продвигаться как-то. И вот похоже, что вас какой-то такой герой ждет. Знаете, учитель, некий идол или какой-то идеал. Поэтому дальние дороги, в частности дороги за границу, вполне возможны у вас, опять же, посредством вот этого человека. Он, например, приглашающая сторона, тоже зовет, например, учиться, да, а вас. Вот так вот. Напрямую, вот так на 100% неотвратимо дальняя дорога девам не выпадает в этом месяце. Можете, но сначала найдите, кому, по чьему приглашению ехать, иначе не получится у вас. Да? Далее 10-й дом, карьера и социальный статус. Иногда брак, но посмотрим. Перемены. Карта шут вам выпадает на карьеру. Смело, это смело. Вам предстоит что-то начать. Причем начать очень беспокойно, я думаю. И начать с определенным, конечно, риском. С определенным риском. Вот. Начало карьеры. Начало брака, начало вообще какого-то собственного проекта, может быть, и в бизнесе, проекта, который грозит, вот знаете, заметной такой качественной сменой социального статуса. Необычная позиция, я имею в виду, карта в этой позиции необычная с учетом других вот окружающих, я имею в виду, а карта, знаете, выбивается, она как будто бы не продолжает вот общую цепочку. Мы же примерно тенденции месяца для Девы вполне увидели, да, и мне вот абсолютно все ясно, прям, что и как у вас будет, чем вы будете заняты долгими осенними вечерами, да. А вот эта карта вдруг неожиданно выпадает, да. Но будем думать, что в теме карьера вас ждет именно неожиданность. Но неожиданными, наверное, будут не разговоры, не люди, не события, а ваша собственная реакция. Это ваша собственная идея, мысль, решимость прыгнуть в пропасть, что-то поменять. Например, по этой карте, вот по шуту, может случиться радикальная смена карьеры и покидание карьерного места, да, покидание какого-то места работы, где вы долго этой самой карьеры ждали, ну, и, может быть, и не очень-то дождались, и вы как будто бы все, это обнуление, вы как будто бы все обнуляете и становитесь ножкой своей на какую-то нулевую отметочку, да, с которой начинается вот тот самый нулевой километр и ваша новая жизнь, которая захватывает. Непростая карта здесь и советует вам рисковать, вести себя безрассудно, глупо, а главное не слушать тех, кто вас будет останавливать, тянуть сзади за штанишки, как вот эта собачка. Что-то не похоже, да, на собачку, но поверьте, это собака. Или тигр какой-то, не знаю. Ну, в общем, кто-то вас будет отговаривать. В общем, карта шут советует, а даже легко догадаться, что сделать вам с карьерой в сентябре. Сделайте то, от чего именно наибольшее число людей вас будут отговаривать. Представляете?
Вот когда все против, все говорят, не ходи, зачем тебе это надо, и вот это вот все. Именно это так вы должны поступить. Тем более, кстати, вот 10-й дом, ну это вообще статус человека, понимаете? И сюда брак же тоже попадает. А у нас про любовь тоже старший аркан был, помните? Жрица-то была. Поэтому жрица — это думающая женщина, женщина ждущая и женщина, которая делает очень нестандартные выводы. Точно так же и перемены в браке. Вы тоже можете придумать, затеять для себя. Сказать, что это развод, можно сказать, что это развод по вашей инициативе. Но здесь есть нечто большее. Это не просто развод. Это ваш уход, шаг в новую жизнь. Причем очень осмысленный и какой-то такой шаг, в который вы буквально душу вкладываете. Ну, а развод — это бывает иногда такое дело, в которое не только душу можно вложить, да, но и все имеющиеся наличные средства. 11-й дом — слава, популярность, известность. Прославитесь ли вы в сентябре 2022 года? Станете ли вы знаменитостью, как некоторые? Хорошие шансы для звезд. Во-первых, да. 11-й дом — слава, популярность, известность, а также жизнь в группах и общественная деятельность. Вот о чем эта карта говорит. Я всех призываю 11-й дом наполнять, потому что очень у многих он инертный, пустой в жизни. Люди не живут 11-м домом вообще. А бывает такое, что в натальной карте он активный, и там все собралось, там самые важные аспекты, там самые главные планеты. И тогда я человеку задаю вопрос: а как же вы живете, если вас совершенно нет, жизнь не касается 11-го дома, если вы себя полностью не реализуете, то главное, чего от вас ждут звезды, да? Кто со мной говорил лично, кто помнит такие разговоры от меня? Наверняка. Потому что очень у многих людей это прям, знаете, как старый в сарае сундук закрытый. Это 11-й дом, вообще непонятно, что там лежит, зачем он нужен, не хочу его даже туда ходить, его и видеть, и все, и так далее. Вот. А это надо. Общественная жизнь, это ваша переписка в Фейсбуке, в каких группах вы состоите, насколько вы интересуетесь жизнью разных групп, жизнью вашего города, например, или вашего района, насколько у вас есть вот то самое вот как бы общественное сознание, вот это, которое вас заставляет тревожиться не только собственным бытом, понимаете, да, вот это все 11-й дом. И здесь вам выпадает 4 кубков. Хорошие, нежные, ностальгические новости и знакомства с очень приятными людьми вас ждут. Поэтому выходите, что называется, в люди, знакомьтесь в группах. Эти люди не будут вашими друзьями, хотя в Фейсбуке так и называется, по-моему, друзья, да, вот. Но вы понимаете, да, что это условность. Но это будут люди, с которыми у вас очень совпадут в целом какие-то ваши большие такие глобальные интересы. Вот о чем карта говорит. То есть возможность встретить своих. И 12-й дом — жизнь вашего альтер-эго, подсознания. Это то, что внутри вас. Какие кошмарные сны будут мучить Деву в сентябре? Такой вопрос. Не кошмарные, красивые сны, приятные. Мужчина опять, мужчинко какой-то, мужчинка. Все 4 короля выпали у вас в раскладе. Смекаете? 4 короля. То есть вот все мужчины, это карт-бланш, да? То есть это вот набор, смотрите, 4 короля. Все выпали вам в раскладе. Все. Я сейчас их вытащу. То есть это полный исчерпывающий набор, вот сколько есть мужчин вообще в колоде и в целом. И они, это такой, естественно, полный комплект.
комплектность мужских энергий. То есть мужчина-помощник, мужчина-учитель, мужчина-романтический герой, мужчина, который вызывает страсть и зовет вас куда-то на подвиги. В то же время есть практичные и полезные какие-то денежные мужчины, которые буквально могут вам там, ну не знаю, крышу перекрыть к зиме, да? Поэтому вот это интересно, конечно, ведь гадание всего из 12 карт, и представьте, 4 из них, вот эти вот 4 короля. Вот. Думайте, что хотите. Вы собираете полный набор, коллекцию. Вот как я собрала коллекцию винтажной бижутерии, да, так вы в сентябре соберете коллекцию, ну, надеюсь, не винтажных, но мужчин. Будете пользоваться мужским вниманием, и их будет много. С кем-то вы с новыми познакомитесь, да, с мужчинами. Какие-то просто и были прежде, но, может быть, сейчас активизируются, да. Вот. И поэтому в 12 доме, это то, что внутри вас, очень глубоко где-то. Король кубков – это самый романтический герой. Вот это уже точно любовник. Это уже не начальник, не учитель. Это вот тот, кто вдохновляет ваше сердце. Вот такая вот вещь. Но вам кажется, что я прям сильно хорошие новости рассказываю. Не совсем. Дело в том, что это 12-й дом. А в 12 доме все абсолютно либо на расстоянии, как есть хорошая шутка такая старая, популярная, да, все, что мне нравится, либо безнравственно, либо запрещено законом, либо от этого толстеют. Так и здесь, понимаете, да? А в 12 доме все, мужчина-то романтический, да, с чувствами к вам, но он либо далеко, буквально прям далеко где-то, либо он тайный у вас, поклонник, любовник. Это то, что на люди нельзя вынести. Либо это вообще мужчинка не в курсе, а это только ваши невзаимные пока что переживания о любви, то есть мысли ваши, терзания, любит ли меня вот этот определенный какой-то человек, что я стою там в его жизни. Но этот человек живет в ваших снах. Где-то глубоко, не знаю, сюда хотела показать, а может быть сюда, вот где вот это вот. Вообще вот эта вот чакра верхняя, да, которая болтается над макушкой, вот, наверное, подсознание и альтер-эго, вот оно здесь находится. То есть, понимаете, да, человек занимает какое-то внутреннее, очень интуитивное, интимное ваше пространство и занимает много. В общем, вам будет сниться какой-то мужчина. Что вы дальше с этим сделаете? Это, ну, мы, наверное, узнаем, когда будем готовить на октябрь. Это уже тоже скоро, да? Время быстро идет. Друзья мои, дорогие девы, я страшно рада вас видеть, страшно. После, тем более, некоторого перерыва, ну, подумаешь, всего-то неделя. И я вам желаю, вам выпали хорошие карты, вас ждет отличный месяц, без ссор и без каких-то заметных потерь. Ну, а я вам желаю, чтобы все сбылось, увидимся.